Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в сервис email рассылок MailChimp. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые контакты в MailChimp, настраивать по ним email рассылку и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам для того, чтобы выдать доступ к рекламным страницам. На этом этапе вы видите список ваших рекламных страниц, к которым у вас выдан доступ. Я рекомендую отметить галочкой сразу все рекламные страницы, для того, чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. Если после подключения у вас появится новая рекламная страница, вам будет необходимо выполнить переподключение вашего аккаунта Facebook к сервису Apex Drive и выдать к ней доступ на этом этапе. На этом шаге вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем рекламным формам, оставляем «Да, подключать» все текущие и новые формы. Если вы хотите получать лиды по каким-то конкретным формам, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально» и отмечаем необходимые формы галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе реального лида нет и здесь находится пример данных, вам необходимо проверить, есть ли у вас уже по рекламной странице реальные лиды и выдан ли вам полный админ доступ на работу с этой рекламной страницей. Если реальных лидов нет, вы можете сгенерировать тестовый лид через личный кабинет Facebook. После того, как вы это сделаете, кликните «Загрузить тестовые данные из Facebook», и этот лид должен отобразиться на этом этапе. После того, как это произойдет, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем MailChimp. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт MailChimp к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет MailChimp. Далее переходим к настройкам аккаунта. Теперь нам необходим раздел API Case. Если у вас еще не создан API ключ, давайте сделаем это в этом разделе. После того, как вы создали ключ, проверьте, чтобы он был включен, скопируйте его и вставьте в соответствующее поле в сервисе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который вы будете добавлять новые контакты. После выбора списка у вас появятся поля для создания контакта. В эти поля вы можете передавать данные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в MailChimp при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в MailChimp». После успешной отправки переходим в личный кабинет MailChimp и проверяем результат.
Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных MailChimp успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!